Приветствую вас на канале Спокойной аналитики. С вами Борис Тизенгаузен. Сегодня у нас 3 января и есть много интересных и важных новостей. Во-первых, в Z-пабликах вой стоит, что среди российских военных какой-то крот завелся, и он наводит в последнее время ракеты на скопление российских войск. Словацкий премьер Роберт Фицо уже не знает, кому угрожать, Украине, Зеленскому. Вот в этот раз решил поугрожать и украинским беженцам в том числе. А у России назревает крупная проблема в Балтийском море. Но не только в Балтийском. В связи с применением вооруженными силами Украины нового оружия, еще большая проблема возникла в Черном море. Что за проблемы? Об этом и не только в сегодняшнем выпуске. Если вы впервые на этом канале, обязательно подпишитесь и давайте разбираться. Итак, в Ивановском, это в Курской области, прилетело по месту дислокации российских войск в который раз. Соответствующее видео местные паблики распространили, причем в Рио, временно исполняющий обязанности губернатора, Хинштейн уже начал верещать. По клубу, по библиотеке прилетел, по больнице. Но те, кто, наверное, не догадались, кто распространял видео с места, что Урал и УАЗик возле клуба, намекают на то, что там есть какие-то военные. И вот, собственно, информация подтвердилась. Сообщили, что удар был по скоплению личного состава 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, которая как раз там в Курской области сейчас и находится. И в этом клубе происходила церемония награждения личного состава. Вы знаете, что новости про Крым и тем более про Севастополь я не прохожу. Почему про Севастополь? Потому что 810-я бригада, она базируется в Севастополе. Это за неделю второй удар по скоплению как раз военнослужащих, оккупантов вот этой самой бригады. Причем, что интересно, глянул я информацию про них, у них девиз, знаете какой? Там, где мы, там победа. Тут, наверное, надо как-то уже там, где мы, там ракета. Вот так уже более современно будет. Талисман Грифон. Понятно, что Севастополь база. Я, кстати, периодически, когда ищу информацию, особенно про Черноморский флот, мне попадаются знакомые лица. То вот один из командиров кораблей, корабль этот уже он на дне, его уничтожили. И вот один из командиров как-то мне попался мой, фактически одноклассник. На год младше он меня учился и жил в соседнем дворе. Но он его успели сменить на этой позиции, поэтому, возможно, он еще где-то там живой. А тот, которого заменили, он уже не живой. Так вот, бригада эта, у нее очень печальная история, я думаю, конец будет вообще очень печальный. Первоначально, в первые дни вторжения, когда планировали захватывать и высаживать десант с берега в Николаев и Одессу, вот это как раз эта самая бригада была. Попытались они высадиться между Николаевом и Одессой, их там уже ждали. И, в общем, они понесли большие потери. Плавали они тогда прям стройненько, дружненько, много их было в воде, тоже неживых. После отступления из Харьковской области, помните, когда у россиян там фронт обвалился, они бежали, бросали технику, вот эта бригада потеряла практически 85% состава там на Херсонском направлении, оттянули их обратно в Крым, и они там восстановились за какое-то время. Так что печально. И вот они сейчас воюют в Курской области. Самое интересное, что АСИНТ-аналитики проанализировали объявления о пропаже, ищут пропавших без вести в России. И из более чем 350 пропавших в Курской области 71 из этой 810-й бригады. То есть скоро, а зачем Путину морпехи, да? А зачем? Флота скоро тоже не будет, зачем ему это нужно? В общем, в Z-пабликах вой случился, завелся крот, потому что эту бригаду, цитирую, методично выбивают даже не на поле боя. Почему воют? Потому что 26 декабря, неделю буквально назад, в результате удара по командному пункту вот этой 810-й отдельной бригады в Курской области, это в городе Льгов произошло, предположительно ликвидирован заместитель командира бригады и 17 еще военнослужащих. То есть прям хорошо попали, поэтому воют, кто сдает, кто крот и так далее. Что поделать.
Интересна еще одна штука. Вот, ну, я думаю, что это не последний, не первый, естественно, и не последний прилет по вот этой 810-й бригаде. Скоро их тоже будут оттягивать куда-то, заново пополнять. Ну, в общем, что поделаешь. И вот тут интересно, это не только, не весь вой еще в Z-пабликах. Известный вам уже Fighter Bomber, это российский какой-то специалист, который осведомлен и в авиастроении, и периодически он один из первых пишет о потерях российской авиации, и летчиков и так далее. Вот что пишет он, это прям тоже серьезная печаль для них, что в свете появления у противника киевского режима, у красаксов, как вы знаете, бэков, которые способны применять ракеты воздух-воздух в том числе, вот теперь вертолетики российские не могут быть в безопасности, потому что недавно, я напомню, с безэкипажных катеров запустили ракеты, сбили 2 вертолета с экипажем и 1 повредили. В общем, прям урожайно. А россияне же как? Поднимали вертолеты и чуть ли не в упор расстреливали безэкипажные катера, когда удавалось. Так вот, что пишет нам этот файтер-бомбер, бомбит у него знатно. В данный момент надводный флот не способен себя защитить от бэков в открытом море. Или вернее, не способен эффективно защищаться. С переменным успехом он может защитить тебя в бухтах и на базах. Соответственно, вот это самое важное, с выбиванием вертолетной составляющей обеспечивать безопасность гражданского судоходства в море мы не можем. О чем это нам говорит? Ну, я не открою секретно, что порт Новороссийска одну из ключевых ролей в экспорте российских энергоносителей играет, да и не только энергоносителей. Поэтому о чем это нам говорит? О том, что не могут россияне теперь безопасность своих судов обеспечить. А что? Вот представьте себе, появятся какие-то одесские хуситы в море и начнут кошмарить российский теневой флот, да и не только, и не теневой. Что будут россияне делать? А вообще, конечно, к чему вот Россия прикасается, там либо какая-то катастрофа случается, либо горе, либо еще что-то. Ну, вот в акваторию Черного моря загадили просто разлив мазута, уже дельфины там десятками погибают. Молчу про птиц, молчу про рыб. Ну, это на долгие-долгие годы. И что вы думаете, после крушения танкеров какие-то выводы, может, Россия сделала? В Керченском проливе Россия продолжает рейдовую перевалку нефтепродуктов с использованием судов серии «Волга-нефть». Это я напомню, река-море, старые калоши. Вот одна эта старая калоша сломалась пополам, и мазут растекся и продолжает растекаться. Вторая калоша села на мель, и они продолжают вот эту перевалку. Ну, в общем, просто какая-то дичь. Смотрите, новость, которая меня просто поразила. Суд обязал Яндекс скрыть один из крупнейших НПЗ на картах, на Яндекс.Картах, из-за атак вооруженных сил Украины. Суд обязал, в решении суда говорится, Яндекс в течение 1 месяца должен исключить информационный доступ к инфраструктуре НПЗ. Я просто про что? А как же Google вражеский? Там же этот НПЗ есть. Или, может быть, украинские беспилотники летят по Яндекс.Картам каким-то образом. Ну, в общем, очень интересное решение. Вот этот НПЗ только в этом году 4 был атакован украинскими беспилотниками. Но вражеский Google все покажет. Вообще на Яндекс.Картах очень много разных интересных отметок. Я когда изучал некоторые районы, и там побережье Крыма в том числе, над Балаклавой на скалах добрые люди обозначили точки российского ПВО. Там так прям есть. Тут ПВО. Спасибо, добрые люди. Кстати, друзья, если есть у вас важная информация, которая может приблизить победу Украины, вот о месторасположении, какие-то координаты, техника, персонажи, документы, секретка какая-то, то у ГУР, нашего украинского главного управления разведки, у них есть своя линия для этого, куда вы можете написать и все подробно изложить. Там линия защищенная, если информация действительно ценная, вас вообще на закрытую линию переводят сотрудники. Сотрудники очень вежливые, приятные, поэтому если есть что, обязательно пишите. Ссылочку вот здесь можно по QR-коду перейти, или в описании к этому видео есть не только ссылка на чат-бот ГУР, но и
телефон, защищенная почта. В общем, выбирайте. Есть даже контакты нашей группы. Вы можете и нам это отправить. Мы разберем и передадим все, что нужно. Есть прогресс, раз уж мы про нефть заговорили. Вот нефтяной танкер Eagle S, не задница орла, а S, буква S. Значит, нефтяной танкер, который обвиняют в уничтожении коммуникаций подводных, обрыве, точнее электрического кабеля Estlink-2, его необходимо арестовать. Обратились финские операторы электросетей, которым принадлежит этот кабель, в финский суд. Почему? Это очень важная новость. Хотя оно звучит, ну боже, танкер арестовать. А важная новость потому, что дальше, если будет причастность России доказана, ну и правовое поле, европейцы очень инертные там и так далее, то тогда можно будет закручивать гайки в Балтийском море россиянам. Но, по-моему, не нужно дожидаться суда, но вы же сами знаете, все где нужно быстро действовать, это к Украине и к Израилю, но не в Европейский Союз. Я просто напомню, что речь идет уже об атаке на критическую инфраструктуру стран НАТО. Вот этот кабель силовой, который повредил этот танкер, это уже критическая инфраструктура. Он Эстонию и Финляндию по дну соединяет. Там еще есть второй. Хотели, наверное, уничтожить и второй, но не дотянулись. Так что, а руководит этим всем, как я в одном из выпусков уже говорил, никто иной, как Николай Платонович Патрушев. Да, тот самый бывший глава ФСБ и секретарь Совбеза и путинский покрывало, который знает все путинские секреты. Так что вот такие дела. И если сейчас ничего не произойдет с этим танкером, то дальше атака будет серьезнее. Россия, сами знаете, проверяет пределы прочности всегда. Кстати, Китай тут недалеко ушел. Филиппинские рыбаки выловили в воде китайский дрон подводный, который картографировал там дно, а может и коммуникации. В общем-то, 2-метровая такая торпеда. И, ну, что говорить. Кстати, Патрушев, он уже анонсировал повреждение телекоммуникационных кабелей, но, скорее всего, в следующий раз они это хотят сделать на дне океана уже. Там и чинить, и повреждать гораздо сложнее. Вот Фицо не выходит, кстати, не сходит с первых полос, причем в негативном свете, и он так задергался, как говорила моя бабушка, как свинья на веревке. Значит, задергался так, что просто не знает уже, кому угрожать. Вот сейчас правящая партия Словакии готова поддержать снижение помощи украинцам, которые бежали от войны и находятся на словацкой территории, в ответ на остановку Киевом транзита газа из Российской Федерации. Ну, в принципе, это их право. Они вообще могут не поддерживать беженцев. Они вообще могут их даже в страну не пускать. Это их право, только, естественно, потом там будет иная беседа и внутри Европейского Союза. Но, смотрите, он и угрожал электричество нам не поставлять. Хотя мы за него платим. Что значит поставлять? Мы, кстати, нашли уже, Польша нам поможет. Так что если Словакия прикрутит эти 20%, Польша поможет. Поэтому вот как газ российский важен для Фицо. Просто не знает он, кому уже. Что делать? Не хочет искать альтернативу. Боится потерять. Потому что на газе построена автократическая империя. И на прибыли, на распределении. Я думаю, что он доиграется в ближайшее время. Кстати, неплохо бы донести до Орбана и Фицо. Транзит газа прекратили. Но есть же еще нефтепровод «Дружба». Что зависимость поломок нефтепровода «Дружба» от блокирования санкций со стороны Венгрии или Словакии, блокирования помощи Украине, запугивания беженцев и так далее. Они прям зависят очень друг от друга. Только ты начинаешь чудить, сломался нефтепровод «Дружба». Что поделать? Разблокировали санкции против России. Заработал. Мне кажется, вообще это максимально действенный инструмент. Забыл вам еще про Небензю сказать. Он вылез, как говорится, выпускайте Небензю. Выпустили Небензю из клетки, и он заявил, что команда Трампа пока не предлагает ничего интересного для России по Украине. А команда Трампа не будет предлагать ничего интересного.
поверьте мне, есть ощущение такое, что они будут предлагать то, что они захотят. А там дальше соглашайся, не соглашайся. То, что правитель и главный упырь слаб, ну вот вам события последних буквально месяцев. То есть одно за одним, череда событий, где слабость Путина проявилась в полной мере. И, кстати, Фицо на заметку следует внимательно изучать то, что сейчас происходит в непризнанном Приднестровье, в ПМР. Всего 2 дня прошло, как прокачка газа остановилась. В Приднестровье уже масштабный энергетический кризис. То есть там все, там уже остановились все крупные предприятия, и сейчас они изучают, как, что, потому что, в принципе, если долго будет остановка, то это грозит непоправимыми последствиями для промышленного сектора. Вот вам и пример. Для Фицо прям очень показательный. Я думаю, что он чего-то... Ну, да, он-то достанет газ, но по другой цене, а там же маржа другая, а там, ну... В общем, беда, беда, беда. И смотрите, что еще. Вот в Приднестровье непризнанном держалось оно всегда на денежных вливаниях московских, на бесплатном газе и на чем еще? На пропаганде, которая там, значит, Запад это зло, Запад это, значит, там одни нетрадиционные ценности и все такое. Вот сейчас, может быть, придется шагнуть обратно в объятия Кишинева и увидеть, что все не так плохо. Поэтому, если и здесь Россия потеряет, а сделать Путин ничего не может. То есть попытки были, особенно когда выборы были, мы видели, как они там пытались повлиять, но сделать сейчас Путин ничего не может. Поэтому вот такая вот беда. Газовая игла сломалась сразу в нескольких местах. Поэтому Фицо на заметку. Значит, следующая новость, она называется просто «Школоту на нары». Я вам сейчас объясню. Я всякую дикость видел, но вот такое в Ленинградской области в отношении детей 10-11 лет возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма группой лиц по предварительному сговору. Знаете за что? За то, что 3 учеников 4 и 5 класса 30 декабря бросали снежками в вечный огонь, и он погас. Ну, дети, 4 класс, статью. Ну, то есть, это еще что? Вот Ким Чен Ын, ну, мне кажется, он бы из личного маузера бы детей этих расстрелял прямо на месте. Ну, в общем, как говорится, двигаются в нужном направлении, в направлении Северной Кореи. Хотя, я не знаю, тут уроки можно друг другу давать. Путин Ким Чен Ыну и Ким Чен Ын Путину. Кто большую дичь придумает и сотворит. Кстати, вот эта новость я искал по нашему оружию, и сегодня... Телеграф вышел с новостью о нашей ракете Трембита, что в серию ушла ее базовая версия. Значит, Трембита это очень дешевая, около 10 тысяч долларов ракета. Да, у нее боевая часть около 20 килограмм, но на 145 километров летит. Ну, ввиду того, что не дают нам бить по тем объектам, по которым мы хотим, залп Трембит вполне может разнести. Понятно, бункеры никакие не пробьет, но предприятие какое-то, НПЗ, очень даже. Поэтому дешевое и эффективное оружие. А вот Телеграф пишет, что продвинутая версия, которая на 650 километров, там боевая часть будет совершенно иная, вот ее еще несколько месяцев будут разрабатывать. Поэтому я делюсь этими новостями, потому что, по крайней мере, ну, те, которые уже в публичном доступе есть, которые все прочитали, естественно. Потому что вот в направлении производства дронов и разработки разных, там, поверьте мне, я с хлопцами общаюсь, там наши так продвинулись уже вот в разных направлениях, но про это я, к сожалению, пока вам рассказать не могу. Но это очень хорошая новость. Кстати, вчера вышел, по-моему, Сан написал, один из таблоидов, что Асада в Москве пытались отравить, но он выжил. Я думаю, ничего себе, долго ждали. А потом посмотрел первоисточник, генерал СВР, телеграм-канал, ну и понял, это такой полуконспирологический канал, который как будто все знает, но не всегда все случается. Это знаете, как я теперь буду говорить, у меня появилась фраза «я не Дмитрий Гордон, но погадать могу». Ну, то есть, вот примерно
так. Теоретически Асад сейчас Путину даром не нужен. То есть его вернуть обратно не получится. Что с ним там будет, все понимают. Естественно, провернуть опять какой-то ход, как с Януковичем пытались в Белоруссию отвезли, потом сюда хотели вернуть, тоже не сильно получится. Поэтому Асад носитель довольно болезненных для Путина секретов. И мне кажется, что да и про химическое оружие, про взаимодействие на территории Сирии большое количество производств было, в том числе иранского. Куда, как, какими путями, кому доставлялось оружие. Это все. То есть Асад носитель неприятных секретов для Путина. А зачем он Путину сейчас? Так Януковичу компанию составить? Нет. Поэтому я не удивлюсь, если такое может случиться. Кстати, он куда-то пропал, этот Асад. Не появляется. Пресс-служба его что-то говорит, а сам Асад не очень. Поэтому, ну, я думаю, в ближайшее время он где-то там споткнется, гололед, и там 18 раз на сосульку упадет куда-то. Поэтому это чисто будет ГБшная история. Ну, а вы, друзья, берегите себя, берегите своих близких. Всегда в конце я запускаю олдскульную плашку. Она называется «Я победил на конкурсе веб-дизайна». Вот так. Она говорит о том, что если вы вдруг не подписались, то обязательно сделайте это прямо сейчас. Спокойного нам всем дня и, конечно же, слава Украине.